Всем привет! Многие хотят начать торговать, покупать криптовалюты, продавать, при этом зарабатывать деньги. Но вначале не все знают, как и где это можно сделать, поэтому я вам даю сейчас инструкцию, как зарегистрироваться на бирже криптовалют, купить первую криптовалюту свою и пробовать свои силы в этой сфере. Под этим видео будет ссылка на биржу, и вот так вот она будет выглядеть. Нажимаете на нее. Вот, сейчас покажу. Вот так вот будет выглядеть эта ссылка. Нажимаете на нее, переходите по ссылке дальше. Здесь вводите свою почту. Здесь пароль. Пароль не забудьте. Потом создать аккаунт. Соглашаетесь. Я прочитал, согласен с условиями обслуживания. И нажимаете эту кнопку. Далее, когда вы все выполнили, вы можете скачать приложение в Google Play Market. Вводите поиск, открываете, скачать, устанавливаете. Ну, дальше открыть. И переходим непосредственно в свой аккаунт. Вы видите главный экран, в который вы можете смотреть топовые криптовалюты: биткоин, BTC, Ethereum, далее EOS, HRP. Можете открыть больше и посмотреть другие криптовалюты. Их, как вы видите, очень много. Большое количество. Можете отсортировать криптовалюты, которые в этот день с утра до сегодняшнего вечера набрали сколько процентов, какие криптовалюты упали. Можете посмотреть рынки. BNB — это значит такая криптовалюта KSM, допустим, или AXS. Они торгуются стабликоином, да, BNB. Вот есть BTC, да, биткоин. То есть это как доллар-евро, или доллар-гривна, или доллар-рубль. То есть меняется сама криптовалюта, но чтобы ее купить, вам необходимо иметь какое-то количество биткоинов. Если по-простому сделать, то вам нужны альтс, да? Это, то есть фиат. Вам нужен USDT, вот эта криптовалюта, вот она. Вы ее должны купить, ну, как бы за... Как я это делаю? То есть вы заходите в кошелек, переходите, находите USDT, видите? Она вот она. Вот она. Переходите сюда, нажимаете. Далее выбираете карта Visa, нажимаете на нее и выбираете рубли вы будете отдавать, чтобы купить USDT, или доллары, или гривны. Выбираете, что вы будете отдавать, даточки. Есть один нюанс. Если вы, допустим, берете, хотите купить, отдаете гривны, а хотите купить криптовалюту, то вы можете купить, понятно, видите, биткоин, BUSDT, это тоже как привязано к доллару, ETH, Ethereum, HRP, Ripple, BNB, это от Binance, криптовалюта ихняя, внутренняя. Вот, по сути, все. И есть такой нюанс. Если вы отдаете, допустим, рубли, то вы можете уже больше купить разные криптовалюты, компы, тут и доги, USDT, кстати, который нам необходимо. Та же самая штука действует и на доллары. То есть вы выбираете доллары, вы выбираете криптовалюту. Лучше, конечно, покупать криптовалюту, которая не волатильная. То есть это привязано к доллару. То есть USDT или BUSD, то есть вы покупаете, $100 внесли, там, $100 у вас там через 2-3 месяца, если вы не торгуете, останется. Если вы купите криптовалюты, которые такие вот, как доги, VET, Matic, BAT, BNB, Link, ZIL, SNX и так далее, то эти криптовалюты, они волатильные. То есть по ходу, если вы купите и оставите их на счету, то волатильность может быть от 5-10%, что в минус, что в плюс. Ну вот, допустим, в моем случае я как раз снимал 155 криптовалют, которые я купил на долгосрок, на там примерно 6-7 месяцев, и потом их продал. Вот как раз вот Link мне дал больше 1000, по-моему, процентов к депозиту. То есть там, допустим, я купил его там за $10, он мне дал плюс 1000 к депозиту. Это нормальная, в принципе, такая ощутимая сумма. Вот, поэтому мы выбираем, допустим, USDT.
тут мы пишем, отдаем $100, получаем 98 USDT. 98 USDT это там минус какие-то будут налоги, да. А вот здесь вот не забывайте подвязать свою карту. Вот тут, вот здесь вот карту. Я уже подвязал и могу купить. Это все позволяет вам без вертификации купить эти криптовалюты. Это очень удобно. Далее. Далее вы покупаете, там проходите свою внутреннюю, как вы покупаете через интернет все. То есть вводите свой пароль, там это, то есть по СМС, или это через компьютер будет. Ну, лучше через телефон, потому что у меня по телефону получалось. По компьютеру как-то не давался себе задачи купить через компьютер. Так вот, вы покупаете и начинаете торговать. У вас на счету появляется вот здесь вот в этой ячейки будет там $100, ну 98 в вашем случае. Есть такой тоже нюанс, секрет, может быть, так сказать. Вот вы отдаете USDT и покупаете ХРП, но она волатильная. Ну, не, на данный момент волатильность, конечно, большая, но если вы отдаете там $100, то получаете 163 ХРП. Сейчас это стоит 0,65, по-моему, за доллар ХРП, Ripple. То есть, ну, там сейчас посчитайте сами, не знаю, но по сути должно быть так. Маленькая комиссия за перевод. Даже можно и выводить. Вот. Выводить тоже есть несколько способов. Либо на кошелек, отдельный кошелек вы устанавливаете. Если интересно, пожалуйста, пишите в комментариях. Я, конечно же, отвечу, по ссылку отправлю. Что это значит? Есть такой момент. Если вы захотите снять с биржи себе обратно на карту, положить деньги, которые вы внесли или заработали там через какое-то время, то, возможно, вам попросят вертификацию пройти. Чтобы не проходить вертификацию, вы устанавливаете определенный кошелек, и вводите, вносите, то есть на этот кошелек, а с кошелька уже выводите на любую карту свою, вот, банковскую. Вот, кстати говоря, вот смотрите, интересная штука происходит. Вот я с вами поговорил, и вот уже плюс $3.60. Вот плюс 1% заработал. Можно это зафиксировать, тогда это будет считаться заработанным. Пока это все, как бы, ну, знаете, как ветер. Вот плюс 3, у меня было там, допустим, плюс $20, пока вы не зашли в эту криптовалюту, которая вам дала этот плюс и не зафиксировали, вот Waves, да, вырос на 4,7%. То есть у меня было там 8, я помню, вот это как раз дало. То есть я могу ее продать, зафиксировать, но я понимаю, что какие-то криптовалюты не стоит продавать быстро, они все равно дадут в итоге плюс. Есть криптовалюты, которые реально могут пойти в минус. Но опять, мой совет для вас, прочитайте разные книги про криптовалюты, трейдинг, если вы хотите в этом разбираться, в любом случае, заносите деньги, которые не жалко потерять. Вот это мой совет. И есть люди, которые, по сути, занимаются уже много лет этой деятельностью и могут заработать там, с $1 до 1 биткоина. То есть за какой-то, конечно, определенный период. Они, конечно же, понимают, что есть там возможность игры в фьючерсах, там, на понижение, да, когда рынок падает, они зарабатывают. Но вы должны начать с малого, смотреть на графики, смотреть, где какие криптовалюты выросли. Если они выросли на максимум, вот как биткоин сейчас, вот вырос он до 19 500 и раз и спустился до 18 112, то есть там раз просел на 10%, то понятно, что в этом случае вот здесь покупать не надо было. Вот, как это определить, нужно смотреть с новостями, там, США, Китай торгует, там обычно волатильность большая идет, там в час ночи, бывает там 9 утра, там, то есть разное есть еще по времени лучшая торговля, или можно отдохнуть. Но есть программы, которые позволяют смотреть за ставками крупного игрока, то есть вы будете смотреть на настроение, да, это идет настроение на продажу больше или на покупку больше, ну и поэтому вы потом можете как-то где-то собирать вот эти все моменты, где там будет поддержка на графике, где какие новости, там вот когда коронавирус стукнул, биткоин, по-моему, начал стоить 3,5 или 4 тысячи долларов, вот, потом 1800 даже вот было. То есть потом все через несколько месяцев восстановилось, и биткоин вот вырос даже практически больше, чем стоил, сколько там, 2 года назад. Дотянул до этого, это BUSDT, вот сейчас я покажу на графике. Вот мы на Alts выбираем, нам нужен, сейчас, BTK, сейчас все будет. USDT. Так лучше. BTK. Вот, BTK USDT. Вот сейчас вам график показываем. Вот, пожалуйста. 19 798 он стоил 17 года, 12 месяца. То есть, да, в декабре
Вот оно. И спад большой. То есть он поднялся и спустился быстро. И потом пошел спад. Вот здесь вот он опять подъем был. Это уже 19 год, 06. Вот здесь вот это, по-моему, где это было? 19-й. Где тут коронавирус? Вот это, по-моему, коронавирус. Вот он, коронавирус. И он стоил в это время где-то 3 700 тысяч за биткоин. И потом через несколько месяцев, раз, он опять догнал больше, чем он стоил изначально. Так вот, вот это все рост, вот этот рост благодаря людям, ну, скажем, их китов, которые зашли на этот рынок, разные инвестиционные компании, которые начали вкладываться, когда еще 9500 стоил биткоин. И благодаря ним, во-первых, образовалась точка поддержки, и биткоин уже не падал ниже, чем 10 за биткоин, 10 тысяч долларов. И потом начали там PayPal свое сказал, там, что мы можем позволить нашим клиентам покупать биткоин, все. Плюс много людей начало обсуждать это все дело в Твиттере, в Фейсбуке, в разных Инстаграме. И на фоне этого, понятно, где ажиотаж, где много людей говорят о биткоине, заходят на разные биржи и начинают покупать. Все, вот начинается рост биткоина. Поэтому сейчас я думаю, что рост продолжится биткоина, и все больше людей будет покупать. Сейчас, я думаю, что еще по сравнению с тем же золотом по объемах биткоин не дошел до этих объемов. И когда он дойдет, он может стоить колоссальные денег. И 30, и 40 тысяч долларов. Но, опять-таки, я скажу такую вещь, что если вы покупаете криптовалюту, понятно, она может просесть, но, как показывает практика, если вы будете ждать его терпеливые там 3, 4, 5 лет, то ваши вложенные деньги, они вырастут. Ну, то есть в цене, то есть будет рост. Но опять, нужно с умом. А с умом это так. Вот смотрите, если вы вложились в этой зоне, сейчас покажу. Так. Вот этой зоне, то прошло 17 года, смотрите, 18 год, 19, 20, конец 20-го. Вот если вы в такой ситуации побывали, то понятно, что, блин, надо отбить все, хотя бы что-нибудь. Все продали здесь, успокоились, потеряли там 5% или 2%, даже, может, и ничего не потеряли. И все, и ушли с деньгами. Но если бы вы вот здесь вот купили, вот здесь вот, и продали здесь, потом опять купили здесь, продали здесь, купили здесь, продали здесь, тогда бы вы, ну, я думаю, на коне были. Но это нужно разбираться, нужно читать книги, нужно смотреть, отсеивать, если вы задались целью влезть вот в это дело, авантюры, я бы так сказал, то вы должны быть в этом, в материале. Да, в принципе, в любом деле вы должны быть в материале, потому что если вы не будете в материале, вас просто рынок съест. Все. То есть либо вы будете разбираться, смотреть, сами думать, сами делать ошибки, либо лучше тогда не соваться. Вот мое чисто мнение. Так вот, что у нас тут с деньгами? Вот 4 доллара, пожалуйста. Опять-таки, пока вы не зафиксировали, это не считается. Но, как пример, я показал, что, в принципе, вот вложили, правильно продали, заработали. Вот так вот вложили, продали. Это скальпинг, такой методика скальпинга. Но за этим опять надо следить, смотреть. Поэтому, первое, вы знаете, как уже заходить, регистрироваться на биржу, что для этого нужно. Второе, если вы запутались, вы можете опять под этим видео открыть несколько ссылок. Они будут или в комментарии, или в описании. Открыть первую ссылку, зарегистрироваться, вторую ссылку, как зарегистрироваться, как купить криптовалюту. Вы можете в конце этого видео посмотреть на видео предыдущее, как я купил 155 криптовалют, что из этого вышло. Ну и инструкция, как купить криптовалюту, еще раз просмотреть в сокращенном виде. Вы можете в комментарии написать, если вы хотите, там, чтобы я посоветовал какую-то программу для вывода денег или еще какие-то вещи, пожалуйста, пишите, расскажу, покажу. Ну вот, опять-таки, у вас есть много возможностей заработать деньги. Нужно просто в этом начать разбираться. Давайте посмотрим, как там сделать сделку, да, как первый раз купить криптовалюту. Вот, допустим, у нас есть криптовалюта. Что у нас тут есть-то? Давайте смотреть. Да, кстати, линк классная криптовалюта, на самом деле, она очень быстро выросла, ее, видите, было, вот вдумайтесь, вот было 0,01, а сейчас она стоит 20 долларов, стоит 13 долларов, но стоила 20. Вы представляете, сколько денег заработали люди, которые вот были в теме. И я в том числе заработал больше 1000%. Ну, допустим, ладно, вот купить линк. Вот у нас есть USDT, но я за них не могу купить, потому что у меня все в криптовалюте. Ну, неважно, ладно. Смотрите, здесь вы пишете
здесь вы пишете, за сколько вы готовы купить. То есть вот сейчас рыночная цена 13.12. Так, 13.12. Мы можем либо согласиться с этой рыночной ценой, либо не согласиться и купить там за 13.10. Пишите вот здесь вот USDT, допустим, у вас там сколько, $10. Вот пишите $10. Вот здесь вот появляется сразу автоматическое количество линка, которое вы можете купить. Нажимаете «Купить» линк и ждете, пока вот у вас сработает вот эта ставка. Вы окажетесь в стакане ордеров, вот 13.10, допустим, сейчас 13.11, ну и, в общем, либо оно, вот видите, 13.10, то, что я прав. Еще чуть-чуть там снизится и будет, ну, вот, пошло вверх, все, мы там, допустим, ждем. Или же все-таки купить по рыночной и потом дальше следить за графиком. Обязательно нужно следить за этим графиком, этот 1 месяц, вот 1 минуту выбрали. Ну, по сути, видите, он может упасть сейчас. Не намного, там на какой-то процент. Потому что, ну, тут точки поддержки смотреть нужно. Вот он вырос, да, вот видите, вырос, падение, вырос. Вот, в общем, интересно, да, 13.11 запомните, там через 2 дня посмотрите, что у нас через 2 дня будет. Может и упадет. Вот было падение большое. Вот оно. Это буквально за день падение. Выберем один день. И мы видим. И ничего мы не видим. Короче, по сути. Ну, возможно, вырасти. В общем, ладно. Вот так вот вы покупаете. У вас тут будет там история. В общем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, приглашайте друзей. Пишите в комментариях, смотрите наши видео. Это интересно, но это, я считаю, будущее. Как раньше, ну и сейчас актуальны всякие IT-технологии, так и актуальны криптовалюты, потому что это децентрализация, это децентрализованные финансы, да, проекты интересные, которые участвуют в банковских системах, и вы можете в будущем даже купить машину за криптовалюту, плюс заработать. Всем пока, всем профита.